Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на вязание вместе со мной вот таких туфелек, которые, мне кажется, украсят любую женскую ножку. Вяжутся они несложно, и любой из вас с ними справится. Мастер-класс очень подробно я для вас сделала, чтобы все было понятно. Если вы сейчас смотрите это видео, еще не подписавшись на канал, то, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Не будьте гостями, будьте друзьями вместе с нами. Нажмите на кнопочку «Подписаться», нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. А их уже более 200 на любой вкус. Итак, начнем эту модельку, которую я придумала. Что нам нужно? Я вот взяла такую подошву, смотрите, но вы можете взять любую. Здесь я разметила ее, не пробитые отверстия, поэтому я их пробивать буду шилом через 1 сантиметр по всей окружности. Вот такое шило я использую. Как можно толще оно должно быть, потому что чтобы хорошо проходил крючок. Подошва очень жесткая у меня, поэтому придется потрудиться. Вот видите, у меня будет крючок 2,25 или 2,5 я буду брать, поэтому нужно будет вот так. Мелисса Кул пряжа, очень хорошая крученная пряжа. Здесь у меня по размеру 100% акрил на 80 грамм 220 метров. Ну и крючок 2,25 или для подошвы, наверное, и 2,5 для изделия. Смотрите, берите любую подошву. Очень хорошо эта модель будет смотреться и без каблучка, и на танкетке, и на каблучке. Ну вот от центра подошвы на пятке в третье отверстие начинаю вязать. Отверстие проделали, теперь вяжем обвязку подошвы. В каждое отверстие через 1 сантиметр оно у нас провязываем 3 столбика без накида. Первое отверстие всегда начинаю, провязываю 1 столбик, и затем в каждое следующее 3. Потом, когда заканчиваю ряд, довязываю в первое отверстие еще 2 столбика. Не очень легко тут вяжется, потому что подошва плотная, и вот я только пробила отверстие, и уже довольно туго входит крючок. Ну, можно перед каждым пробиванием крючком можно еще раз отверстие расширять. Вот так, 3 столбика. Тут еще проблема, что я не могу угол наклона не сразу понимаю, где это отверстие проходит, и найти непросто, но тем не менее нормально. В общем, провязываем по 3 столбика без накида в каждое отверстие. Вот таким образом. Думаю, что вы справитесь. Это несложно. А опять не могу попасть. Вот, где отверстие не могу найти. Когда колешь, вроде бы ничего. Потом крючок заводишь и начинаешь искать, а где выход у этого отверстия. Обвязываю подошву. Я вот люблю подошва, когда обвязана. Ну, во-первых, красиво смотрится, а во-вторых, не надо проклеивать все эти, прошивать подошву. В принципе, очень хорошо держится. Часто спрашиваете, не протирается ли нить? Нет, конечно, не протирается. Подошва для вязаной обуви, она без острых концов, точно так же, как нить, не так легко порвать. Вот, довязываем до конца ряда. Здесь последнее отверстие я провязываю 3 столбика без накида, как в каждое по окружности. Вот второй. И сюда же еще 3. И теперь мы дошли до первого отверстия, где был провязан 1 столбик. Довязываем сюда еще 2. Чтобы тоже было 3. Везде одинаковое число столбиков. Теперь первая петля ряда провязываем соединительный столбик.
Дальше воздушная петля подъема и вяжем второй ряд. Второй ряд столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Просто делаем обвязочку, провязываем по кругу столбики без накида. Вот таким образом. Здесь ничего сложного. Заканчиваем ряд здесь же, вот где мы его начинали. В конце ряда довязываем до первого столбика, который у нас был столбики без накида, и в первую петлю предыдущего ряда провязываем соединительный столбик. Вот так. Все. Теперь отмеряем вот так параллельно, видите, как я показываю, чтобы параллельно вот этой петле, либо посчитайте петли до центра и потом до другой стороны. Ну, я вот делаю так параллельно, оно потом нормально получается. И вяжем столбик, воздушную петлю подъема, и дальше столбики в каждую петлю, столбики без накида до маркера. Будем вывязывать сейчас пяточку. В каждую петелечку столбик без накида. Довязываем до маркера. Там, где у меня маркер стоит, это будет последняя петля. Маркер убираем. Провязываем последнюю петлю. Разворачиваемся на лицевую сторону. Сейчас немножко поближе сделаю, чтобы видно вам было. Воздушная петля подъема. И теперь смотрите, вот у нас первая петля, вот вторая. Мы опускаемся под нее в предыдущий ряд и провязываем такой длинный столбик без накида. Следующее, в третью петлю провязываем предыдущий ряд, как обычно, столбик без накида. Четвертая петля, снова опускаемся вниз, чередуем их через одну. Одна петля будет длинная, один столбик вот такой, а второй столбик будет короткий. Вот видите, думаю, что достаточно хорошо видно. Вот из петли предыдущего ряда столбик без накида, следующий из петли на ряд ниже. Вот так во второй ряд опускаемся и вяжем тот же самый столбик без накида, только со второго ряда. Теперь с первого ряда, со второго ряда. Вот видите, как получается длинный столбик. Начали мы с короткого, длинный, короткий, длинный, короткий. Вот так вяжем до конца ряда на пяточке. Провязываем последний столбик. Теперь добавляем здесь еще 3 столбика. 1, 2, 3. Вот, провязали 3 дополнительных столбика.
воздушная петля подъема, разворачиваемся наизнанку. Извините, так, давайте исправим тут. Тут надо по рисунку. Так как у меня, вот смотрите, последний столбик был короткий, теперь длинный, значит, надо опуститься на ряд ниже. Вот, а я просто провязала столбики. Вот сейчас длинный, короткий из петли предыдущего ряда. И третий дополнительный столбик длинный. Снова опускаемся на ряд ниже. Вот так. Вот теперь будет правильно. Добавляем тоже по рисунку. Ставим, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и в обратном порядке вяжем столбики без накида со второй петли от крючка. Первую петлю у нас заменяет воздушная петля подъема. У нас первый столбик получается. Со второй петли от крючка идем назад. И теперь смотрите, все изнаночные ряды по пятке будут просто столбики без накида из петель предыдущего ряда. Довязываем до конца ряда. Вот здесь угловая петля последняя. Она всегда тугая, потому что провязываем ее на разворот. Вот, провязали последнюю петлю, добавляем 3 столбика с боковой части вот отсюда. Здесь у нас никакого узора, здесь просто столбики без накида. 2, 3. Разворачиваемся на лицевую сторону, воздушная петля подъема. И теперь вяжем следующий ряд точно таким узором, как мы вязали предыдущий. То есть здесь у нас воздушная петля подъема, короткий столбик, следующий на ряд ниже длинный. Вяжем точно так же, как мы вязали короткий из первого ряда. Со второго ряда длинный, на ряд ниже вот так опускаемся. И дальше довязываем до конца ряда точно таким способом. Из первого ряда столбик без накида. Из второго ряда столбик без накида. Чередуем. Для пяточки этот узор подходящий. Здесь он такой укрепленный получается. Плотненький очень. Я думаю, что вам понравится. Довольно легко вяжется. Вяжем до конца ряда вот сюда. Затем добавляем 3 столбика по узору. Возвращаемся сюда столбиками. Добавляем 3. Приходим снова в начало ряда. Добавляем 3. И снова добавляем 3. То есть двигаемся так несколько рядов. Добавляя по 3 столбика с каждой стороны. Вот смотрите, я провязала 2, 3, 4, 5, это 10 рядов, то есть получилось 5 лицевых, 5 изнаночных рядов. Все, это достаточно. А теперь переходим к боковой части. Вот здесь боковую часть будем вязать по узору, по кругу. Смотрите, какой будет узор. Значит, следующую петлю боковой части заводим крючок и протягиваем нить. Оставляем эту нить на крючке, вот так, 2 петли. Теперь в следующую петлю снова заводим крючок, протягиваем нить. Теперь у нас 3 петли на крючке. Теперь первые 2 петли провязываем, затем оставшиеся 2 петли провязываем. Вот. Теперь воздушная петля. В следующую петлю никаких пропусков петель нет. Оставляем на крючке нить. Еще раз в следующую петлю 3. Провязываем сначала первые 2 петли на крючке, потом следующие 2 петли. Воздушная петля.
Вот такой простой узор, но он будет очень красивый в изделии. Покажу еще ближе. Ничего не пропускаем. Сразу в следующую петлю заходим. Нить вытянули, оставили на крючке. Теперь в следующую петлю нить вытянули, оставили на крючке и провязываем по 2 петли. Раз, два. Воздушная петля. Следующее берем первую петлю, оставляем нить на крючке, вторую петлю оставляем. Теперь 2 петли провязали первых и 2 петли вторых и воздушная петля. Оставили петлю на крючке, оставили петлю на крючке, 2 петли провязали, еще 2 петли провязали, воздушная петля. Вяжем так до конца ряда. Нить вытянули, следующая петля вытянули, провязываем 2 петли вместе, еще 2 петли вместе, воздушная петля. Двигаемся. Думаю, что вам тут понятно, ничего сложного. Нет никаких пропусков по ряду петель, вяжем подряд в каждую петелечку. Единственное, что воздушную петлю провязываем. Вот так у нас получается узор. Вяжем до начала ряда, то есть по кругу вот так несколько рядов этим узором. Сейчас дойдем сюда, я покажу, как по узору вяжется в следующий ряд. Вот, прошли мы по кругу этим узором. Теперь вот сюда в угловую петлю и в следующую петлю провязываем, чтобы не было отверстия. Смотрите, если вы пропустили, у вас будет отверстие, то вы просто перевяжите. А вот теперь у нас первый вот это узор, да, мы вот сюда провязываем. Сейчас попробую, может быть, поближе показать, как его провязывать. У нас вот есть воздушная петля, и перед петлей мы провязываем первую первую петлю. Даже не знаю, как объяснить, надо просто показать. Сейчас я попробую совсем близко сделать. Вот, смотрите, вот у нас каждый вот это вот узорчик, фрагмент узора. И вот здесь вот перед воздушной петлей мы заводим вот так петлю, а потом под воздушную петлю. Вот так мы крючок заводим. Сейчас еще раз покажу. Потому что объяснить вот лучше посмотреть, правда же? Следующий фрагмент. Вот, видите, у нас тут прям видно отверстие. Вот сюда заводим крючок, а потом под воздушную петлю. И получается вот так мы его провязываем. Еще раз. Вот здесь у нас есть отверстие, заводим сюда. Следующая сразу воздушная петля под нее. Между вот этот шаг, он у нас как бы одной нитью только граничит, одна нить. Вот сюда, перед воздушной петлей, и затем сразу под воздушную петлю. Вот так. Ну, думаю, теперь вы разберетесь, потому что видно достаточно хорошо. Не забываем провязывать воздушную петлю. Получается между как бы фрагментами, но первым шагом мы захватываем последнюю нить. Вот таким образом. И вяжем снова по кругу, и так провязываем несколько рядов. Вот таким образом, никаких не делаем границ между рядами, просто идем по кругу и довязываем до конца. Ряд у нас начинался вот здесь. Вот видите, где начало ряда, вот
от пяточки. Вот это будет последний уже у нас фрагмент, поэтому дальше провязываем 2 соединительных столбика. Можно 3, закрепляем здесь нить, сейчас обрезаем конец нити. Вот видите, как красиво получается. Узор довольно красивый. Ну и он несложный. Мы сейчас еще им будем вязать, я еще буду показывать, потому что по переду будем идти на мыске этим узором. Я думаю, что здесь будет очень хорошо смотреться. Вот такая основа у нас получилась. Высота подъема в зависимости от ножки. Если ножка полненькая, можно провязать еще дополнительный ряд, потому что может быть узко. Находим здесь центр подошвы. У меня на подошве есть отметка. Здесь где центр. Это будет центральная петля. Вот. И теперь от этой центральной петли мы начинаем вязать. Идем вправо. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая петля от центра. Привязались. Вяжу точно таким узором, которым связан подъем. То есть я иду прямо по этому же узору. 1, 2 петля, потом по 2 петли провязала. Сделала воздушную петлю. В следующие петли опять 1. Вот видите, как хорошо видно. Вот фрагмент. И вот здесь у нас воздушная петля. Вот сначала перед воздушной петлей вот так нить вынули. И теперь под воздушную петлю. Вот таким образом. 2 воздушная петля. Следующий фрагмент перед воздушной петлей, под воздушную петлю и провязали 2 петли вместе, еще 2 петли вместе, воздушная петля. Вот видите, уже мы провязали 3 фрагмента, 3. Теперь дальше идем. Перед воздушной петлей, под воздушную петлю, 1, 2, воздушная петля, 4 фрагмент и теперь 5. Перед воздушной петлей, под воздушную петлю, 1, 2 и воздушная петля. И теперь по боковой части 1 соединительный столбик и 2 соединительный столбик. Вот так. Видите, у нас получается по переду нет границы как бы вот этой. Провязали мы 5 вот таких фрагментов по центру переда. Теперь будем вязать только по лицевой части, потому что узор иначе не получится. Ставим эту петлю на маркер, возвращаемся в начало ряда, вперед отступаем на 2 петли, привязываемся и начинаем вязать дальше. Снова по узору перед воздушной петлей, под воздушную петлю, 2 петли вместе, еще 2 петли вместе, воздушная петля. Идем по рисунку. Все точно так же, как мы вязали. Каждый фрагмент провязываем перед воздушной петлей, вынимаем нить, под воздушную петлю вынимаем нить, провязываем 2 вместе, еще 2 вместе, воздушная петля. Здесь у нас уже будет вот на фрагмент больше в этом ряду получилось. С этой стороны у нас добавился 1.
Двигаемся по рисунку. Если что-то непонятно, когда там по узору или что, вы просто у себя на мониторе делаете скорость ниже, там в настройках можно сделать скорость медленнее, и просто в медленном темпе просматривайте, будет, может быть, более понятно. Ну, я думаю, что этот узор несложный, и у вас получится. Вот здесь у нас тоже добавляется еще один фрагмент, потому что мы сделали вперед 2 соединительных столбика. И провязываем теперь не 2, а 3 петли, потому что мы сняли с маркера и провязали 3 петли и 2 петли вместе. Добавляем 2 соединительных столбика, 1 и 2, и ставим на маркер петлю. Возвращаем нить в начало ряда. Одну петлю пропускаем во вторую, привязываемся. И то же самое делаем, все то же самое, что мы делали. Вяжем по узору. В конце ряда довязываем здесь вот под последний фрагмент, как обычно, воздушная петля подъема. Теперь смотрите, у нас тут получается остался еще один фрагмент и петля на маркере. Снимаем петлю и провязываем сначала 3 петли вместе с маркером и 2. На боковой части снова 1 соединительный столбик. И еще 1 соединительный столбик. Провязываем 2 соединительных столбика. Теперь переставляем эту петлю на маркер. И возвращаемся в начало ряда. Провяжем еще таким образом 2-3 ряда. Смотрите, здесь мы можем провязать сколько угодно. 2, 3, 4, 5. Я провязала 5 рядов. Вы можете провязать больше. Хотите пальчики, чтобы были закрыты, провязывайте больше. Я вот считаю, что этого достаточно. Теперь вяжем следующий ряд. Это у нас изнаночный ряд. Начиная со второй петли от крючка, под каждую петелечку провязываем столбик без накида. Делаем такой граничный ряд для основания следующего узора. Просто под каждую петлю столбик без накида по изнаночной стороне. И по лицевому ряду начнем уже другой узор. Вот, заканчиваем ряд, дошли до конца ряда, провязываем соединительный столбик 1, соединительный столбик 2 и соединительный столбик 3. 3 соединительных столбика. Одним присоединяемся, еще 2 дополнительных. Все, и теперь вяжем следующий узор дальше, сеточку. Провязываем 3 воздушные петли, затем 3 петли от крючка отступаем, в 4 столбик без накида. 3 воздушные петли и столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3 пропустили, столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, в 4 столбик без накида. Вот таким образом идем.
3 воздушные петли, через 3 петли, 1, 2, 3, в 4 столбик без накида. Будем провязывать такую сеточку 3 на 3, 3 воздушные петли, 3 по низу пропускаем и столбик без накида. 3 воздушные петли. Здесь у нас вот 3 пропускаем и присоединяемся к боковой части. Столбик без накида. Заканчиваем ряд. Вот такая у нас будет сеточка. Еще провязываем соединительный столбик и второй соединительный столбик. Разворачиваемся наизнанку. Вяжем 3 воздушные петли. Все будем делать, и лицевой и изнаночный ряд будет одинаковый. Теперь смотрите, вот сюда под первую арочку столбик без накида. 3 воздушные петли, под вторую арочку столбик без накида. Очень простая сеточка, вяжем просто на 3 воздушные петли и под арочки. Первый ряд делаем вот эти арочки, а потом под каждую арочку вот так столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида. Тут смотрите, тоже можете делать сеточку более мелкую на 2 воздушные петли, можно ее сделать более крупную, но мне вот кажется, самое то, такая она не сильно получается дырявая и очень украшает. Под каждую арочку столбик без накида. Вот таким образом продолжаем. Вяжем до конца ряда. Здесь одну петлю пропускаем, столбик без накида. Ой, соединительный столбик. Вот видите, оно, как только мы начинаем следующий ряд вязать, тогда оно, сеточка эта вытягивается. Еще соединительный столбик. И еще одним столбиком присоединяемся, 2 довязываем дополнительно. Вот получается такой узор. Теперь продолжаем поворотными рядами туда-обратно по боковым частям по 2 соединительных столбика и под каждую арочку вот провязываем столбик без накида. Смотрите, здесь есть нюанс. Если у вас не очень высокий подъем, ножка худенькая, то на боковых вот здесь сторонах, когда вы заканчиваете и начинаете ряд, провязывайте не 3 воздушные петли, а 2 воздушные петли. Тогда он будет немножко поуже, не будет широким. Вот так красиво получается. Вот с этим узором очень хорошо сочетается, мне кажется, что не зря я именно такой узор взяла, потому что уже мне нравится. Столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. И сейчас вот здесь в конце ряда сделаю 2 воздушные петли и присоединяюсь 1 столбик, теперь 2 дополнительных. Вот таким образом двигаемся дальше и провязываем вот такую сеточку до необходимой нам высоты. По боковым частям по 2 воздушные петли, по 2 соединительных столбика и по 2 воздушных петли, если невысокий подъем. Если подъем высокий, вот здесь смотрите, мерите на ножку. Если высокий подъем будет, то по боковым частям 3 воздушные петли держите. Вяжем вот так, ну примерно вот так по ножке. Сколько рядов получится, мы посчитаем. Вот видите, какая получается красивая сеточка. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. У меня получилось 13 рядов сеточки. Можно сделать меньше, можно сделать даже повыше.
Ну вот мне такое кажется достаточно. Все, теперь под каждую арочку я провязываю по 3 столбика без накида по изнаночной стороне. Просто только под арочку вяжу. 3 столбика без накида под каждую арочку. Там, где у нас 3 воздушные петли, вяжем 3 столбика без накида. Между арочками не провязываем ничего. Вяжем ряд до конца. Доходим до конца ряда с той стороны. Вот видите, вот такой вот рядок. Обычные столбики без накида вот сюда. Теперь здесь боковой части переходим и вяжем 2 столбика по боковой части, ну то есть как дополнительные. Разворачиваемся и теперь по узору смотрите, следующая петля, вынули нить и вяжем вот тот узор, который мы вязали по передней части. Воздушная петля, в следующую петлю вынули нить, еще одну, 2 петли вместе, 2 петли вместе, воздушная петля, опять в следующую, еще в одну, воздушная петля. Узор вяжем точно такой, как мы вязали вот здесь и по боковым частям на подъеме. То есть вот так, не пропуская никаких петель. Воздушная петля, в следующую петлю крючок, вынимаем нить, в следующую крючок, вынули нить и по 2 петли провязали. Воздушная петля. Продолжаем вязать теперь уже узором. И теперь мы этот узор будем вязать вот сюда до угловой части. И дальше переходим на боковую и заднюю часть. Сейчас покажу, как в углу. Тут ничего сложного, мы просто вяжем узор. Теперь идем по кругу. Будем поднимать пяточку, боковые части. То есть мы присоединяем перед к пятке. Вот, дошли до угла. И здесь внимательно, чтобы не было отверстий, перед первым узором вот здесь провязываем столбик без накида в углу. Видите? И дальше переходим уже на узор. Начинаем вязать по узору. Иначе, если мы сразу перейдем с боковой части на узор, у нас получится там большое отверстие, а нам оно не нужно. Поэтому провязываем в угловую петлю просто столбик без накида, как бы соединяя перед с боковой частью. Все, дальше также двигаемся. Под одну петлю крючок вытягиваем нить, потом под вторую следующую вытягиваем нить, там, где у нас воздушная петля, и по 2 петли провязываем. Вот так. Каждый фрагментик берем 2 петли, провязываем их по 2, вот так, 2 петли вместе, потом еще 2 петли и воздушная петля. Вяжем весь ряд по кругу, доходим до угловой части, точно так провязываем угловую, здесь столбик без накида, по переду, в угловой, и вот так провязываем несколько рядов. Я думаю, что мы провяжем 1, 2, 3, вот 3 ряда я прошла по кругу. И теперь я буду вязать уже ряды только по боковой и задней части. То есть по передней части я уже не буду по кругу вязать. Сейчас вот дохожу сюда до угла. 3 ряда по переду достаточно. Иначе будет слишком высокий, как ботинок получится.
Поэтому здесь я сейчас закончу. И начну вязать уже только боковые и пяточку. Вот, доходим до угла, провязываем здесь последний фрагмент узора. И теперь к передней части присоединяюсь вот сюда, пропускаю угловую, присоединяюсь один соединительный столбик, другой соединительный столбик, и эту петлю ставлю на маркер. Почему на маркер? Буду протягивать нить на ту сторону, потому что только по лицевой стороне этот узор вяжу, чтобы у нас не было никаких сбоев в узоре, чтобы было все красиво. Вот здесь точно так, 2 петли вот по передней части сюда вверх, и начинаю вязать ряд по узору. Присоединились, и под каждый фрагмент опять точно так же провязываем по 2 петли, воздушная петля. Под следующий фрагмент тоже вынимаем 2 раза нить, провязываем по 2 петли вместе и воздушная петля. Под каждый фрагмент 2 петли вместе, воздушная петля. Все то же самое, ничего не меняется. Чем эта модель проста, здесь мы берем всего 2 узора, вот такую сеточка, ну по пяточке мы там в принципе укрепляем пяточку длинными короткими столбиками, они простые. Вот, доходим сюда, провязываем последний фрагмент вместе с петлей, которая у нас на маркере. Получается как бы угловой фрагмент. Вот забираем петлю с маркера. Вяжем точно так же, только там мы провязывали по 2 петли, а тут первый раз 3 петли вместе, потом 2 петли. Теперь соединительный столбик 1, соединительный столбик 2, снова ставим петлю на маркер и возвращаемся опять в начало ряда. Протягиваем нить сюда. И то же самое повторяем предыдущий ряд. По переду поднимаемся на 2 петли выше. 1, 2, привязываемся и снова идем по рисунку. Вот видите, получается красивое соединение, ничего не видно, тут ни дырок никаких нет, все ровненько. И очень хороший переход. Вяжем до конца ряда. И смотрим все время, достаточная ли высота. Довязываем сюда. Не забываем про нить, которую мы провязали. Она должна все время быть ввязанная. Вот здесь в угловой части у нас последний фрагмент вместе с петлей, которая на маркере. Три петли вместе, 2 петли вместе, и на этом мы будем заканчивать. Вот сейчас делаем соединительный столбик и будем уже переходить к обвязке. Обвязку хочу сделать рачьим шагом, он будет здесь красиво смотреться, и значит шагаю назад. Вяжем те же самые столбики без накида, как мы обычно вяжем, только шагом назад. Я думаю, что вы
понимаете, столбик без накида мы шагаем вперед. Здесь тот же самый столбик без накида, только мы шагаем назад. Вот, в каждую петелечку. Раз, вытянули нить и провязали вместе. Столбик без накида. Назад шагаем, вытягиваем петлю и провязываем вместе. Столбик без накида. Это называется рачий шаг. И вяжутся столбики без накида, просто шаг идет назад. Сначала может быть непривычно, но вообще несколько провяжете, поймете как, и достаточно будет легко. Очень красивый этот рачий шаг смотрится в обвязке. Значит, что я хочу вам посоветовать? Вот я просто делаю обвязку рачьим шагом. Если вы еще опыта не имеете и, может быть, недостаточно плотно на ножке сидит, еще анатомические особенности строения ноги, поэтому для более плотного прилегания можете вот сюда, в последний ряд обвязки, вязать еще тонкую резинку. Тоже хорошо ввязывается, просто прикладываете резиночку с изнаночной стороны и ввязываете ее в вязание. И тогда будет натягиваться здесь. Но у меня получается, я вот примерила сейчас на ножку, очень плотное прилегание, поэтому я резиночку сюда не ставлю. До конца ряда доходим. И дальше мы просто соединительные столбики провязываем 1-2 и обрезаем нить. Все. Нить протягиваем на изнаночную сторону и аккуратненько в вязание с изнаночной стороны ее прячем. Не обрезаем, а прячем вот здесь между нитями. Все. Эту туфельки можно оставить просто в таком виде. Они будут на ножке очень симпатично смотреться. За счет узора, за счет сеточки впереди, в принципе, это уже законченная модель. Можно украсить чем угодно. Вы можете здесь брошку прицепить, пуговки какие-нибудь. А я вот хочу бант. Вот такой бант я связала из обычного шнура. Красивый шнур, если хотите, я могу... Я, скорее всего, запишу в следующем видео, как вяжется такой шнур, потому что он очень красиво именно за счет узора смотрится как украшение. И вы можете такие банты или шнуровочку делать к другим моделям. Ну вот и все, друзья. Если это видео вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, напишите свои комментарии. Какие-то у вас, может быть, есть вопросы остались, пишите, не стесняйтесь, я обязательно отвечу. Подписывайтесь на канал, нажимайте на кнопочку подписаться на колокольчик и до встречи в новых видео. Желаю вам ровных и красивых петелек.